последний раз о такой игре, как Goals, мы говорили около 7 месяцев назад, когда появились около первые геймплейные кадры данного проекта. Если кто забыл, эта игра была анонсирована почти в то же самое время, что и UFL. Просто ввиду меньшей рекламной кампании, какой-либо огласки, о ней приходится говорить все реже и реже. Потому что UFL уже неоднократно успели представить свой игровой процесс, концепцию и что из себя игра будет представлять. В то время как шведские разработчики не торопятся делиться конкретикой. Однако время идет, и те или иные новости все же появляются. У нас уже есть такое представление, что из себя будет представлять эта игра, на что она рассчитывает, как она будет выглядеть, и в целом, стоит ли ее воспринимать как серьезный ответ eFootball и FIFA. Обо всем этом поговорим в сегодняшнем видео, поэтому рекомендую устраиваться поудобнее, не забывайте поддерживать этот ролик своей активностью и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня уже давно крутится на уме подобное название, и я даже не постесняюсь повторить его непосредственно в ролике, поскольку Goals — это по сути самое что ни на есть Fortnite от мира футбольных симуляторов. Об этом говорит как игровая физика, так и ее графика, которая не претендуют на что-то реальное. То есть, если многие ругают UFL за отсутствие как таковой реальной физики и не самую реалистичную графику, которая скорее напоминает FIFA, то в Goals чем-то подобным не пахнет и в помине. То есть, эта игра сама по себе позиционируется как опять же тот же самый Fortnite от мира футбольных симуляторов. То есть разноцветные карточки, какая-то мультяшная графика, ну и физика. Физика просто бесподобная. К сожалению, нам демонстрируют не так много игровых кадров, но уже исходя из них понятно, что игровая физика просто сосет. Но если непосредственно обратиться к заявлениям от самих разработчиков, исходя из их YouTube-канала, то они позиционируют свой проект как что-то этакое, которое пытается ссылаться на реализм, но по большей части все-таки ударяется в какой-то своеобразный дизайн, который не ставит себя в какие-то конкретные рамки, поэтому они вольны делать все, что угодно. И это, в принципе, с какой-то точки зрения справедливо. С другой стороны, возможно, подобный шаг понравится далеко не всем игрокам, и это понятно почему. Потому что нынешние мастодонты футбольных симуляторов уже явно стали пренебрегать реалистичной игровой графикой. И если потенциальные конкуренты также положат болт на этот игровой аспект, то когда же мы дождемся того самого условного реалистичного футсима? Goals — это самый что ни на есть толерантный футбольный симулятор, который разрабатывает самая прогрессивная команда разработчиков, и в самой игре непосредственно принимают участие как мужчины, так и женщины. В этом нет ничего плохого, естественно, просто в самом игровом процессе футболисты и футболистки также участвуют в одних и тех же матчах. Насколько это легитимно и в целом смотрибельно и играбельно, вопрос уже другой. И подведем итог по всему вышесказанному одной небольшой новостью, которая непосредственно касается разработки данного проекта. В середине апреля стало известно, что проект Goals получит дополнительное финансирование в размере 20 миллионов от некоторых новых инвесторов, среди которых упоминается член корпорации Discord, а также футбольные представители в лице Рики Пучча, полузащитника Лос-Анджелес Galaxy, и Климента Лангле, центрального защитника Тоттенхэма, арендованного из Барселоны. И теперь попробуйте соотнести полученную сумму и то, что вы по сути наблюдаете на своих экранах. Да, конечно, это далеко не кадры полного игрового процесса, но все равно возникают некоторые вопросы. А стоит ли подобная работа хотя бы и $1 миллион? В общем, очевидно, что проект под названием Goals ни на что серьезно не претендует. Это скорее будет такой развлекательный футбольный симулятор, опять же напоминающий по своей стилистике и игровому настрою какой-нибудь Fortnite, только с мячом в ногах. Разноцветные карточки, игра для всех и вся, разработанная также всеми и вся. Я не говорю, что это плохо, не пытаюсь никого пристыдить, просто все мы с вами понимаем, что футбольные фанаты, в том числе и мы с вами, опять же, ожидаем совсем другого, явно не такого. Но слава богу, что нынешние футбольные симуляторы у нас никто не отбирает, и на подходе та же UFL. В общем, мне будет очень интересно узнать ваше мнение касаемо всего услышанного, потому что увиденное и вправду отзывается несколько необычно в душе, и последние новости касаемо финансирования также вызывают некоторые вопросы. Поэтому буду
Буду очень рад активной дискуссии в комментариях, ну и в целом вашему мнению. Помимо комментариев, не забывайте поддерживать видео своими лайками, потому что YouTube любит вашу активность, любит ваши лайки и комментарии. А если вы здесь впервые, то, конечно же, подписывайтесь, прожимайте колокольчик для уведомлений и про наши соцсети также не забывайте. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам всем удачи и услышимся в следующих видео. Всем пока!